Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала. С вами Женя. Вы на канале «Счастье в нас самих», где есть ответы на любые вопросы, инструменты для улучшения всех сфер жизни, ну а также практики, настрои и ритуалы для исполнения любых, даже самых невероятных желаний. Помните, что все в ваших руках, что только вы можете решить, что же делать с вашей жизнью, что же, о чем думать, что чувствовать и как действовать. Поэтому только вы создаете свою жизнь вашими мыслями, эмоциями и действиями. Если вас что-то не устраивает, измените ваши мысли и эмоции прежде всего, и, соответственно, изменятся ваши действия и изменится ваша жизнь. Что излучаете, то и получаете. Вот никак быстрее и короче это невозможно сказать. Ну, сейчас хочу посмотреть для вас судьбоносные послания. Что хотят посоветовать вам карты для изменения, улучшений в вашей жизни. Я имею в виду позитивных, положительных изменений. Сосредоточьтесь на себе любимых, сделайте себе комплимент, похвалите себя, ну и, конечно, обязательно улыбнитесь. Помните, улыбка улучшает вашу жизнь. И только вы можете ее как бы улучшить. А вот улыбаясь, вы создаете такую ауру вокруг себя, такую энергию, которая притягивает еще больше причин для улыбок. Ну и как все мы знаем, что если мы улыбаемся, значит нам хорошо. Ну что, вы готовы? Я да. Первое судьбоносное послание говорит о том, что не забывайте радоваться, научитесь радоваться, не бойтесь радоваться. Можно в вашей жизни найти время для радости, и это очень важно. Ведь когда мы радуемся, мы посылаем во Вселенную такую энергию, которая возвращается нам в троекратном размере. Так говорят, посылаешь злобу, получаешь в троекратном размере злобу. Посылаешь любовь, получаешь в троекратном размере любовь. И эта карта, это действительно искренняя радость. Не бойтесь радоваться. Я очень много знаю людей и чувствую энергетику людей. Даже чувствую, когда человек боится радоваться. Вот вроде бы произошло что-то, от чего надо прыгать от счастья, смеяться, радоваться, а человек все равно себя держит, он боится. И спрашивала я, сейчас уже не спрашиваю, сейчас уже, особенно раньше, до того, как я сама начала заниматься тем, чем занимаюсь сейчас, вот всегда спрашивала, человек всегда говорил, не надо сильно радоваться, ведь после белой полосы всегда идет черная. И действительно так и происходило, а соответственно человек сам это и притягивал именно тем, что он или она так считали. Возможно, постоянная белая полоса. Ведь даже если что-то происходит как препятствие, это для того, чтобы мы двигались вперед и наверх. И еще это мы притягиваем по той простой причине, иногда слишком спешим. Есть большое количество вариантов, почему это происходит. Но надо уметь радоваться жизни. И радуясь жизни, вы ее меняете. Вы, радуясь сегодня, меняете свою жизнь завтра. Поэтому судьбоносно и очень-очень важно в жизни уметь искренне радоваться. Кстати, как за себя, так и за других. Поэтому радуйтесь. Радость очень важна. Посмотрим дальше. Еще один очень важный совет
будьте открыты миру. Я смотрю, я вот уже последние несколько дней делаю разные расклады, но вот один и тот же посыл идет вот как линии в каждом раскладе. Линия, что если вы закрыты, если вы не принимаете радость, успех и улучшение, если вы в них не верите, они никогда с вами не произойдут. И я знаю, как некоторые иногда говорят, ну я так и знала, мол, или я так и знал. Все равно не получится. А ведь притянули вы вот это не получится сами своим посылом. Это был ваш посыл. И вот вам судьбоносное послание и совет. Если вы что-то задумали, если вы к чему-то, чего-то хотите, если вы хотите что-то изменить, прежде всего научите себя верить в то, что эти перемены возможны. И если раньше у вас это не получалось, это не значит, что не получится завтра. Если хоть у одного человека получилось, значит и у вас получится. Подумайте об этом. Тут уже идет вопрос, насколько вы готовы к этим переменам, что вы готовы сделать для достижения этих перемен и улучшений. Как вы рассматриваете это, куда вы смотрите, как вы смотрите, понимаете? И эта карта советом идет: откройтесь. Откройтесь улучшением, откройтесь переменам и научитесь принимать радость и успех. Просто принимать. Очень часто у людей не получается по той простой причине, что подсознательно они не принимают успех, боятся его. Мне нелегко понять это, потому что вот именно успеха я никогда не боялась. У меня были другие блоки и ограничения, которые не позволяли мне достигать. Но вот именно успеха, страха успеха не было. А я знаю, что у многих людей он есть. Еще бывает такое: достигнув вот начала успеха, ведь достичь успеха иногда бывает не так тяжело. А вот удержаться на этом уровне успеха бывает нелегко. Потому что люди перестают прилагать усилия, а все равно что-то делать надо для поддержания, для того, чтобы идти на том уровне, куда вы поднялись. Подумайте об этом. И еще одно судьбоносное послание для вас. Не спешите. Не спешите, старайтесь все-таки действовать более аналитически, выключив эмоции. Знаете, решения должны приниматься на холодную голову. Когда вы на эмоциях, и неважно, какие это эмоции, позитивные или негативные, вы не видите ясную картину, вы ясно не видите, что же происходит в ситуации. Только успокоившись, и я же сказала, повторяюсь, неважно, позитивное это или негативное это, только успокоившись и включив анализ, вы можете именно найти то решение, которое вам поможет, то решение, которое правильное. Поэтому подумайте. А потому что я вижу, только в ваших руках изменить вашу судьбу. Ведь это всегда возможно.